Всем привет, с вами Иван Андреевич. Да-да-да, и оператор Хабиб. Да, сегодня меня снимает Хабиб, он вызвался мне помочь. Давай, братан, рассказывай, нахуя ты меня с утра поднял? Короче, мы сегодня будем дезинфицировать вольер и птиц. Вот. У нас здесь полный комплект. Сначала мы их накормим. Давай, что мы взяли? Смотри, мы какой-то... Ты фигню взял, укрывной материал? Смотри, Да? все по очереди расскажу. Сначала мы их накормим, потому что после дезинфекции у них может пропасть на какое-то время аппетит. Угу. А им надо быть сегодня сытыми в такую погоду, тем более. А ты вообще как часто дезинфекции ты проводишь? Желательно проводить, раз в месяц. Ну, я так понял, чтобы у них этот вирус не развился какой-то, да? В избежании... Да, Блин, мне вот в сексе такого человека не хватает, который также поднимал потенцию. Да, ну в избежании чего? В избежании заболеваний, такие как аспергиллез, вообще различного вида грибков, которые проникают вовнутрь в легкие. Блин, брат, я надеюсь, мне ничего не передаст. Может, мне тоже надо будет подышать? Нет, на самом деле вот эти шашки, они полезны и для человека, и для животных, вообще для всех. Время 30 минут нужно, чтобы 30 А у минут... меня аппетит не пропадет? Нет. Может, я похудею? Нет, у тебя просто ты будешь ходить и чувствовать запах. У меня, кстати, аллергия на йод, мне сказали. Ничего страшного. Ладно. Ты слышал о таком отеке квинки, когда человек задыхается? Блин. Эта шашка поджигается в течение получаса. Здесь получается 25 грамм йода. Он, продлим им жизнь. Так скажем, на стенке вольера. Ну, зимой, наверное, чаще, чем летом приходится это делать, да? Нет, я бы сказал наоборот. Вот, допустим, если зимой это делать, это можно даже делать в какие-то теплые именно дни, как, например, сегодня. Летом это можно делать чаще, потому что здесь написано до минус 10 можно применять. Ну, нормально, да, сегодня минус 7. Да. Я по Яндексу смотрел, брат. Так, что у нас еще сегодня интересного будет? Это какой-то ты укрывной материал купил. Да. Надеюсь, он не из фикс прайса, а из более качественных. Конечно, это из светофора. Вот. Да, мне говорили, что рублей. Хорошо. Размеры его 3×10. Спанбонд там какой-то написано. Да. То есть вообще это предназначено для каких-то там... Ну, выращивание как раз, как парник. Для парников, вот. Но мы будем использовать немного других. Как порнух. Будем в порнух использовать. Мы накроем сверху вольер, чтобы дым от шашки не выветривался с помощью ветра. Вот. То есть им будет поступать свежий воздух, но... Ну и типа как опыт будет физический. Уйдет ли йод быстро или уйдет йод медленно? Он не должен уйти как раз. раз. Мы поняли. В течение получаса они должны дышать. Через полчаса мы снимаем накидку и... То есть, а если йод уйдет раньше, то мы будем опять поедем в Казань? Если он осядет раньше, то это будет как раз таки через полчаса, то есть он осядет на стенках, в легких птицы, в дыхательных путях, и это, то есть все только на пользу и к лучшему будет. Также, как вариант, можно использовать целлофан вместо этого. Вот. Но целлофан, конечно, он может быть в такую погоду одноразовым, он может очень легко порваться от холода. То есть этот материал, я думаю, не порвется. Вот. Тем более целлофан не пропускает воздух, а этот материал пропускает свежий воздух. Ладно, что, Ватсон, давай, хватит разглагольствовать, поехали спасать птиц от всякой херни. Уничтожим вонючих микробов! Сначала накормим. Йоу. Юваси парадокс. Так, в данный момент птицы испытывают определенный стресс из-за того, что мы пришли. У них... При виде таких красавцев, как мы. У них просто в ближайшее время должно происходить период размножения. Вот. И у нас появятся маленькие эти
маленькие скала, если они смогут это сделать. Вот. Ну, сейчас я ставлю Но мы можем камеру. им помочь. Мы им не сможем помочь. У меня есть порно с птицей. Ладно. Я сейчас ставлю камеру. Будем смотреть, как они реагируют на все это. И накормим их. Пока они кушают, мы будем накрывать вольер. Бесстрашный крокодил Иван прошел не одну войну. Был на Донбассе. Уничтожил множество паразитов. 5 премий от Ашана, 1 премия от Икеи. Как лучший уничтожитель паразитов. Иван, звоните. Номер по ссылочке в описании. Как птички? Вы тут не замерзли? Вот недавно было минус 20, как тут? Нормально, вирусы тут не развелись? От цыплят, наверное, могут вирусы еще, да, какие-то быть от трупов? Как думаешь? Болезни могут быть. Но это летом, если ты Вообще, раскидываешь, они от сгниют. любого мяса может быть болезни. То есть вообще в мясе очень много скрытых болезней, которые могут сразу даже и не выявиться. Угу. Вот. Если говорить о цыплятах, это эймериоз, это простейшая птица может от этого умереть в самый неожиданный момент. Ну, то есть это... Ну, цыплята все равно самая такая качественная еда. Мясо может испортиться просто, а потом, если они махнут от недоедания. Да. Ладно, пошли. Погнали! Сейчас мы будем расставлять лестницы, натягивать материал. Давай, поехали. Я очкую. Я очкую, Карл, блядь. Ну, зачем мы должны туда залезать? А если у меня птица за яйца клюнет? Не клюнет. Ты так говорил в прошлый раз, а я клюнула. В тот угол просто, ну, поближе к тому углу. Поставь ее. Да, что ж ты сам не стоишь? Чё, блядь, я застрял тут? Ладно, да я пройду. Держи. Снимай меня, а не воздух. Ну, я снимаю ауру воздуха вокруг меня. Так. Он изменился немножко, воздух. Ты почувствовал? Нет. Так. Сейчас будем с двух сторон натягивать этот материал. Давай, делай что-нибудь. Твоя затея была с этим говном едет. Ты сказал, будет весело, а все пошло, я замерз, время 6:40 уже. Я провалился в снег, но ты за меня можешь не беспокоиться. Я не беспокойся, ты мне принесешь дощечки? Время поджигать. Так. Поехали. Бом-бом-бом-бом! О-о-о! Давай, начинай шоу, рассказывай. Мы натянули этот материал. Единственное, что сегодня очень сильный ветер, что поднимает весь материал вместе с... Брат, они как спички.
птицы немножко нервничают. Это обычная реакция. Так как сильный ветер и может часть йода выдувать, мы будем поджигать 2 шашки. А птицам это никак не навредит? Переизбыток йода? Нет. Вот мы достали 2 йодовые шашки, открыли их, вытащили фитили, сейчас будем поджигать и расставлять по вольеру. Постараемся сделать все как можно Качественнее. тише, чтобы не испугать птиц. Они потом взорвутся, как петарды? Снимай. Я, кстати, супер жук взрывал. Они примерно так же начинали журчать, когда я поджигал. Снимай поближе, я сейчас вторую здесь сделаю. Во, очко отжимается. Ты снимай. Все нормально. Вот первая шашка начала дымить, но как мы видим, ветер выдувает. Так, давай. Блин, йодом пахнет. Действительно. Поджигаем вторую. Нихера мне нравится она, смотри, она... Фу. На самом деле это нисколько не опасно. У меня аллергия на йод. Если честно говоря, если я умру. Это нисколько не опасно. Да это обыкновенно. Все, выходим. Да. Так, из-за сильного ветра все выветрилось уже. В вольере хорошо пахнет йодом, то есть дерево успело впитать йод. Птицы им тоже успели надышаться, потому что йод вышел с этой стороны, а не с той. С той стороны много досок. Вот Кевин начал даже чиститься. Камеру пока оставляем здесь. Может быть, у них сейчас проснется аппетит. Ну все, дезинфекция прошла успешно. Птицы не испытали сильного стресса. Осталось собрать полотно сверху. И все. Вот все, что осталось от этой шашки. Она, наверное, еще горячая. А, нет, уже холодная. Пластик расплавился. Все, что лишнее было, вот. Все, что не смогло сгореть. Цыплят тут разбросали они, понимаешь ли.
Инфекция прошла? Успешно. Птицы живы? Да. Здоровы? Даже я жив. Даже у нас сейчас, когда мы вдыхаем, чувствуется йод. То есть это на самом деле, чувствуешь, как помогает, да? Да, почти как мой вейп. Вейп не помогает. Вот, кстати, от вейпа и от всяких кальянов как раз таки очистят твои легкие. Не слушайте его, подписчики. Йод намного лучше действует на организм, чем вот эти всякие. Если у вас аллергия на йод, можете по пизде пойти в последний раз. Ну, на самом деле у Евгения, оказывается, нету никакой аллергии, да? Поэтому... Есть. Да? Да. Надеюсь, ты не загнешься по дороге? Пока видишь, я стою. Просто кашель начался. Ну, в общем-то, все хорошо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И на моем канале выйдет угарный видос. Тоже посмотрите его. И не забудьте подписаться.